Привет еще раз. Я записал короткий ролик для вас о немецком языке снова. Я не знаю, интересно ли это для вас или нет, но для меня это интересно. Поэтому я и так делаю. Давайте начнем. Сегодня я хотел объяснить немного об обычном глаголе в немецком языке. И этот глагол sein. Как вы видите, если две буквы и вместе, это дифтонг и произносится как I. И еще одно правило. Если буква S находится в начале слова, она произносится как Z, а не S. Есть исключения, но для обычных слов это так. Sein, а не sein. Sein. И sein это значит быть. И это инфинитив. Я знаю, что в русском вы используем этот глагол только в будущем и в прошлом. Очень редко в настоящем. Но в немецком языке, как и в английском, надо употреблять этот глагол в настоящем. Как и в русском, надо спрягать глагол. Я знаю, что в старом русском есть спряжение для быть в настоящем. Например, я есмь и он есть и так далее. Я не уверен, но вы это очень редко говорите, я знаю. Спряжение в немецком будет так. Ich bin. Ich bin. Вы заметили, что это не в горле, это в середине рта. Очень мягкий звук, а не их, как русское слово. Ich. Если вы не можете произносить его правильно, вы можете потреблять оригинальный вариант ich, как русская буква Ш. Но лучше сказать стандартный вариант. Ich. И ich это я. Ich bin. Я есмь. Например, есть предложение Ich bin Jonas. Меня не зовут Jonas, но это обычное немецкое имя. Ich bin Jonas. Ich bin Teresa. Либо, как для названия работы есть. Ich bin Lehrer. Lehrer – это учитель или преподаватель. Ich bin Lehrer. Конечно, есть две R. Первое в середине слова произносится, но не очень твердо, как на французском. Lehrer, не р, р. Lehrer. И вторая R не произносится, потому что она находится в конце слова. Это как? Lehrer, а не Lehrer. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Я учитель. Ich bin Lehrer. Oder для гражданства. И ich bin Amerikaner. Ich bin Amerikaner. На самом деле это одно из самых сложных слов для меня произносить в немецком языке. И поэтому, к счастью, есть короткий вариант, есть сленг. И это будет
Ами. А-М-И. Ами. Ich bin Ami. И поэтому я так говорю. Вместе ich bin Amerikaner. Ich bin Amerikaner. Ich bin Ami. Oder для или. Oder это или на немецком. Для вас вы будете говорить Ich bin Russa. Ich bin Russa. Я русский. Или я русская. Это будет Ich bin Russin. Ich bin Russin. Это было первое лицо в единственном числе. Я, ich bin. Второе лицо в немецком для него есть 3 формы. В русском есть 2. Ты и вы. И, конечно, ты — это единственное число. Вы — это множественное число. И вы тоже является в случаях, когда вы хотите вежливо обращаться к людям. Например, люди, которые старше вас, или, я не знаю, ваш начальник, или ваш преподаватель, или просто для людей, которые вы вообще не знаете. И в немецком языке есть 3 формы. Одна форма — это Sie, и она употребляется для вежливой формы, как вы, но Sie — это и единственное число, и множественное число. Нет разницы. Это Sie sind. Sie sind. И как и в русском есть такие же правила для Sie. Конечно, для людей, которых вы не знаете, и они старше вас, или они выше вас в обществе, я не знаю. На самом деле, Sie — это очень современное слово. Люди начали употреблять его только с 18 века, по-моему. Может быть, чуть-чуть раньше. Но до этого были только 2 формы. Du и ihr. Это du — это как ты. Ihr — это как вы. Du bist. Du bist. Du bist Jonas. Ich bin Matthias. Я не знаю. Wer bist du? Кто ты? Wer bist du? Ich bin Jonas. Wer bist du? Вы ответите. Ich bin Sergei. Du bist Russa, ja? Ты русский, правда? Du bist Russe, ja? Ich bin Ami. Du bist Russa. И другая форма — это ihr. I-H-R. Ihr. Не er, ihr. Ihr. Есть разница. Ihr. И ihr — это как вы. Это только множественное число. Это для друзей, для родственников, для людей в семье и так далее.
Ihr seid. Ihr seid. Например, ihr seid meine Freunde. Вы мои друзья. Ihr seid meine Freunde. Meine Freunde. Meine, буква «э» в конце слова произносится как «а», а не как «э». Это правило. Всегда так произносится. Ihr seid meine Freunde. И «de» в конце слова «seid» она произносится как «т», а не «д», не «seid», а «seid». Ihr seid meine Freunde. Не Freunde, Freunde. Freunde, это русское «р». Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wer seid ihr? Wer, кто? Wer seid ihr? Ihr seid meine Freunde. Или ihr seid Russen. Russen, они Russen с буквой «и». Russen одинаково произносится. Russen с буквой «э» — это множественное число. Русские. Русские. Russen. Ihr seid Russen. Ihr seid Amerikaner. Ihr seid Deutsche. И так далее. А потом есть er. Er — это не ihr. Это er. Er. Как буква. Er. Er — это он. Er. Например, er ist. Er ist. Er ist Russe. Er ist Lehrer. Er ist Amerikaner. Er ist... Не знаю. Er ist interessant. Интересный. Interessant. А потом sie, тот же самый, как sie, вежливая форма второго лица, но sie обычно пишется маленькой буквой. Есть большой вариант и маленький вариант. Большой вариант это вежливая форма второго лица. Маленькая S это sie, как она. Sie ist. Er ist. Sie ist. Например, sie ist Russin. Sie ist Russin. Lieber, sie ist Lehrerin. Sie ist Lehrerin. Lieber, или sie ist Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Sie ist meine Freundin. Подруга. Или девушка. Freundin. Freund. Друг. Или парень. Freundin. Подруга. Девушка. Er ist mein Freund. Sie ist meine Freundin. Er ist Russe. Sie ist Russin. А потом есть S. S это оно. И как в русском есть 3 грамматического рода. Ja? Мужской род, женский род и средний род. Средний род как S. Ja? S. И S только употребляется для слов среднего рода. Телефон — это на немецком Handy. Das Handy, S. Das — это артикль. Это попозже. Es ist mein Handy. Es ist mein Handy. Es ist mein Handy. Was ist das? Was ist das? Что такое? Что это? Es ist mein Handy. Oder das ist mein Handy. Это мой телефон. Wir, мы, wir. Wir sind. Sind. De
в конце слова «те». Произносится как «те», а не «де». Sind. Wir sind. Wir sind Lehrer. Wir sind Amerikaner. Wir sind Russen. Wir sind Freunde. И последнее местоимение будет «sie». Опять. Я знаю. Почему? 4 раза. Это так запутано. Но sie sind — это они. Sie — это они. Sie sind — это с глаголом быть. Sie sind. Sie sind meine Freunde. Sie sind Russen. Sie sind Leute. И так далее. И обычно Sie пишется буква S, пишется маленькой буквой S, а не большой буквой, как у слова Sie, как вежливая форма Sie sind. Ну вот, это все. Я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз.